Наверняка вы умеете складывать числа и делаете это весьма хорошо. Но насколько хорошо? Вы уверены? Моя первая задача на сегодня — заставить вас в этом усомниться. Сначала я расскажу несколько шуточных и не очень доказательств того, что 0 равен единице. Далее мы будем много складывать, поговорим о числовых рядах и о неопределенностях, придем к выводу, что 0 и вправду может быть равен единице, отыщем в этом вопиющем противоречии большую математическую истину, а также выясним, какое место во всей этой истории можно было бы отвести Пушкину и Петру Великому. Приятного просмотра! Миру известно множество доказательств того, что 0 равен единице, и все они имеют свой изъян. Вы наверняка знакомы с доказательствами, которые я называю обычными. В них фокусник добавляет, вычитает, много раз перетасовывает исходное уравнение и в конце концов производит деление. Уводя ваше внимание от того факта, что это деление на 0, а ведь на 0 делить нельзя, разве только что на очень близкое к нулю число. Есть и менее известные геометрические доказательства. Своей наглядностью они заставляют немедленно поверить в происходящий обман. А быть может, обмана и нет? Как, например, в этом треугольнике, где проведен срединный перпендикуляр, биссектриса, и этого вполне достаточно, чтобы из равенства нескольких других треугольников доказать равенство сторон исходного треугольника. Очень рекомендую вам поковырять этот забавный парадокс, наверняка получите большое удовольствие от его разрешения. Есть и продвинутые доказательства, например, с использованием комплексных чисел, которые являются лишь вершиной айсберга комплексного мира. Вот глядите. Кручу-верчу, обмануть хочу, о многозначности корня квадратного молчу. Неискушенный любитель математики обычно чувствует подвох, но у него не хватает знаний, чтобы установить первоисточник ошибки. Есть и ряд других, экзотических доказательств, например, из маркетинга, где 3 равно 2, или как в этом примере из программирования. Но разве вам не очевидно, что здесь 0 равен единице? А сталкивались ли вы когда-нибудь с жизненно-административным доказательством, когда по смете проходит 1 столб, по факту установлено 0 столбов, при этом смета утверждена, а работы приняты? Далее я докажу, что 0 равен единице совершенно иным, удивительно понятным путем. Начнем с того, что не вызывает сомнений. 1 равен 1. Геометрически единицу можно представить отрезком единичной длины. Если поделить отрезок пополам, сумма половинок даст ту же единицу. Двинемся дальше и поделим вторую половинку пополам еще раз. Сделаем из нее 2 четвертинки. И вновь поделим крайнюю четвертинку пополам, потом располовиним получившуюся крайнюю восьмушку и так далее. Сколько бы мы ни делили пополам крайний маленький кусочек, в сумме всегда будет оставаться та самая исходная единица. Соберем все полученные отрезки в виде слагаемых в одну строку, где все самые маленькие кусочки скроем за троеточие. Мы получили знакомую конструкцию. Это геометрическая прогрессия с первым членом 1/2 и знаменателем 1/2. Ее сумма хорошо нам известна и равна b1 поделить на 1 минус q. В точности единица, как и следовало ожидать. А что если каждый второй член прогрессии мы будем не прибавлять, а вычитать? Раз общая длина всех отрезков равна единице, то если часть этих длин мы возьмем с обратным знаком, то есть с минусом, то получим какое-то число от минус единицы до единицы. И вправду получается новая геометрическая прогрессия с первым членом 1/2 и знаменателем минус 1/2. Ее сумму мы можем рассчитать по той же самой формуле. Она равна 1/3. А теперь давайте запишем получившуюся прогрессию в чуть более общем виде. Для красоты начнем ее с единицы, а в качестве знаменателя вместо минус 1/2 возьмем какое-нибудь другое число от минус единицы до нуля. Обозначим этот знаменатель через минус x и воспользуемся формулой для суммы геометрической прогрессии. Далее будет простой математический трюк. Давайте проинтегрируем эту простую сумму от 0 до единицы по dx. Интеграл от единицы будет равен единице. Если проинтегрировать x, получим x квадрат пополам, который в пределах от 0 до единицы даст 1/2. И так далее, интегрируя все остальные члены, нетрудно сообразить, что получится сумма простых дробей с чередующимися знаками, а интеграл от правой части равенства – это всем известный логарифм, который при подстановке пределов даст в результате логарифм 2. Если данный шаг остался непонятным, ничего страшного, я лишь прошу принять вас этот факт на веру. Это знаменитое равенство, и ошибок в нем нет. А теперь, наконец-то, наступило время для волшебства. Давайте складывать дроби, что стоят слева.
Но для удобства будем делать это немного в другом порядке. Одна положительная дробь и две отрицательных. Одна положительная и две отрицательных. То есть мы переставляем слагаемые местами и получаем новое выражение, в котором все имеющиеся ранее слагаемые сохранились, а новых не добавилось. Первые две дроби в каждой из получившихся скобок мы сложим. Например, в первой скобке из одного вычтем одну вторую и получим одну вторую, а затем перепишем полученный результат. Из второй скобки сложим 1/5 и минус 1/10, получим 1/10, которая перенесется в свои же скобки в следующем выражении вместе с минус 1/12. И так далее. Будем повторять это действие для всех оставшихся скобок. Как же интересно получается. Из каждой скобки может вынести общий множитель, равный 1/2. Или лучше давайте домножим правую и левую части нашего равенства на двойку и внесем эту двойку в скобки, проведем сокращение. Чувствуете, к чему все идет? Теперь пришло время убрать скобки, они больше не нужны. Тогда слева останется наша исходная сумма, которая равна логарифму 2, а справа два таких логарифма. Но логарифм 2 не равен нулю, и на него можно поделить. Делим. Тогда в результате получаем 1 равно 2, или что то же самое, 0 равен единице. Подытожим. Сначала мы нашли значение знака переменной суммы, затем переставили в ней слагаемые, выполнили простые арифметические действия и пришли к тому, что значение суммы поменялось, из чего был сделан вывод, что 0 равен единице. То есть от перестановки слагаемых сумма поменялась? Найти изъян в рассуждениях не так-то просто, но всех любопытных я призываю остановить видео и попытаться это сделать. Ну что, попробовали? Тогда давайте сверим выводы. Я утверждаю, что первые 3 пункта верны, и лишь итоговый вывод ошибочен. С этого момента моя основная задача – вас в этом убедить. Чтобы докопаться до истины, вновь вернемся к истокам. 1 равен 1. Кто бы что ни говорил, в математике есть только два главных способа исследований – добавить 0 и умножить на единицу. Воспользуемся первым из них. Мы можем добавить столько нулей, сколько хочется. Бесконечное количество нулей. Но ведь каждый 0 можно представить как 1 минус 1. Давайте-ка и здесь переставим слагаемые, то есть вновь перегруппируем их. Видите, как одна желтенькая единичка изящно сваливает в туман. А мы провожаем ее взглядом и в результате остаемся с нулем, который еще и равен единице. Чувствуете, где проблема? Единица ускользает от нас где-то в хвосте этой простой суммы. Но где этот хвост? На 6-м слагаемом? Нет, ведь есть 7-е. Может быть, на 11-м слагаемом нашей суммы? Нет, ведь есть 12-е. На 100-м? 1000-м? У вас в детстве наверняка был друг, у которого в спорах всегда было на 1 больше, чем у остальных. Поистине он был настоящий математик. Ведь если в сумме ограниченное количество слагаемых, то мы когда-то обязательно доберемся до той самой единички в хвосте. Но если конца числу слагаемых нет, то за каждой очередной единицей последует минус единица, и так будет всегда. Поэтому сумма бесконечного числа слагаемых – это совершенно другой объект, нежели привычная нам сумма нескольких чисел. Такие бесконечные суммы в математике носят название числовых рядов. Кто-то может возразить, мол, как-то не по-человечески получается. При добавлении очередных слагаемых сумма то равна нулю, то равна единице, то снова нулю, то снова единице, скачет туда-сюда. А вот в примерах выше сумма менялась все меньше и меньше, если увеличивать количество слагаемых. Так что же такое сумма бесконечного числа слагаемых, или, как ее еще обычно называют, сумма числового ряда? Если оставаться в человеческом мире и не уходить на строгий математический язык, суммой ряда можно назвать такое число, к которому приближается сумма первых нескольких слагаемых ряда по мере того, как количество слагаемых будет увеличиваться. С таким человеческим определением предыдущий ряд из единицы и минус единицы оказывается плохой, ведь у него нет суммы. Такой ряд называют расходящимся. Много лет назад, на заре исследований таких вот бесконечных сумм, выдающийся норвежский математик Абель в переписке со своим учителем и другом негодовал. Расходящиеся ряды есть в общем случае нечто ужасное и позор тому, кто основывает на них свои доказательства. Мы можем доказать что угодно, используя такие ряды. Они рождают множество чудес и приводят к огромному количеству парадоксов. Итак, объяснение с помощью ряда из плюс и минус единиц нас не устроило, ведь ряд не имеет конечной суммы. Но почему в пример я привел именно его? Предыдущий же ряд имел вполне определенную сумму, равную логарифму 2. Давайте копнем глубже
и найдем фундаментальное сходство между расходящимися рядами и нашим сходящимся рядом. А что мы, собственно, сделали, когда перегруппировали слагаемые? Вместо того, чтобы брать поочередно то положительное, то отрицательное слагаемое, мы стали брать одно положительное и два отрицательных. А давайте-ка представим наш ряд в виде суммы двух мешков. Зеленый мешок будет содержать только положительное слагаемое, а красный мешок только отрицательное. И будем добавлять в общую сумму слагаемые то из одного мешка, то из другого. Ясно, что в обоих мешках бесконечно много элементов, то есть они никогда не закончатся. Но вынимая слагаемые поочередно то из зеленого мешка, то из красного, мы когда-то доберемся до каждого слагаемого в них. Слагаемых бесконечно много. Но какая сумма хранится в каждом мешке? Давайте посчитаем сумму, например, для мешка с отрицательными членами. Для удобства вынесем общий множитель минус 1/2 за скобки. В скобках останется 1 плюс 1/2 плюс 1/3 и так далее. В скобках стоит исключительно знаменитый математический объект – гармонический ряд. Он находится на грани между сходящимися и расходящимися рядами, а его сумму можно оценить геометрически. Сумма ряда – это площадь всех прямоугольников, высота которых постепенно уменьшается как единица на n. А площадь под кривой y равняется единице на x, от которой выстраиваются прямоугольники, можно рассчитать, взяв простой интеграл, почти такой же, как мы недавно брали. Получается, что сумма ряда не меньше, чем логарифм n плюс 1. А логарифм, как известно, медленно убегает в бесконечность по мере того, как растет его аргумент n. То есть сумма гармонического ряда есть бесконечность. Теперь нетрудно оценить и объем мешка с положительными членами, ведь каждое слагаемое в нем больше соответствующего слагаемого в красном мешке, по абсолютной величине, конечно. Получается, что в зеленом мешке лежит большая сумма, чем имеется в красном мешке, то есть вновь эта сумма равна бесконечности. Именно в этом и проявляется сходство нашего сходящегося ряда и расходящегося ряда из единиц и минус единиц. У обоих мешки из положительных и отрицательных слагаемых бездонные, то есть содержат бесконечные суммы. Мешки нашего знака переменного ряда хоть и бездонные, но чтобы вытащить из них нужную сумму, придется попотеть. Чтобы набрать в сумме двойку, придется вынуть 8 слагаемых из зеленого мешка. Если хотите получить 10, то достаточно достать всего лишь около 100 миллионов слагаемых. А вот если хотите в сумме получить честную сотню, то придется достать такое количество слагаемых, которое больше количества атомов во Вселенной. Но разве такие обстоятельства когда-нибудь заботили математиков, а? Пришло время прояснить, зачем в этой истории появились два мешка. Давайте-ка я покажу, как нужно вытаскивать из них слагаемые, чтобы получить в сумме единицу. Сначала я выну из зеленого мешка два слагаемых так, что их сумма окажется больше единицы. Далее я достану одно слагаемое из красного мешка, добавлю его к сумме, и сумма окажется меньше единицы. И вновь я залезу в зеленый мешок и возьму еще одно слагаемое. Сумма вновь перевалит за единицу. Затем я вновь залезу в красный мешок за одним слагаемым, и сумма вновь станет меньше единицы. И так как оба мешка бездонные, я могу продолжать этот процесс бесконечно. Из зеленого я буду брать одно или два слагаемых, а из красного всегда одно. Сумма всех слагаемых, которые я достал из мешков, будет болтаться около значения 1. И с каждым следующим кругом будет все ближе и ближе подходить к этому значению. А это и значит, что сумма ряда, то есть объекта, состоящего из бесконечного числа слагаемых, равна единице. Вы возразите, мол, наверняка это обман. Неужели можно подобрать порядок, в котором мы будем вытаскивать слагаемые из мешков и получать любую желаемую сумму? Да, это так. Вот, например, как получается логарифм 2. Достаем по одному слагаемому то из зеленого, то из красного мешка. Получаем в точности наш исходный знакопеременный ряд, который сходится к логарифму 2. А если брать 5 слагаемых из зеленого мешка и за ними брать одно слагаемое из красного мешка, то можно сделать сумму равной 1,5. Так можно добраться и до сотни, и до 1000, и до любого другого числа, ведь мешки с положительными и отрицательными слагаемыми, как мы видели, они бездонные, они содержат в себе бесконечные суммы. Понимаю, на первый взгляд все это выглядит достаточно дико. Мы просто переставляем слагаемые, не изменяя их, и получаем произвольное желаемое число. Но взгляните на это с другой стороны. Когда мы разделили исходный ряд на два бездонных мешка с положительными и отрицательными слагаемыми, мы косвенно представили сумму ряда как разность двух бесконечностей. Но какой смысл вкладывается в разность двух бесконечностей?
Бесконечность можно представить себе как некий объект, который удален на произвольно большое расстояние от любой точки числовой прямой. Получается, что точка бесконечность плюс 1 – это тоже бесконечность, только другая. И бесконечность плюс 2 – это тоже бесконечность, но снова другая и так далее. Как видите, бесконечность минус бесконечность может быть любым числом, ведь под одним и тем же обозначением могут скрываться разные, пока еще не определенные объекты. Это не ошибка, это так называемая неопределенность. И чтобы устранить, или, как говорят, раскрыть неопределенность, придется узнать, как каждая из двух бесконечностей устроена внутри. Другими словами, требуется дополнительная информация о том, по какому закону мы будем приближаться к каждой из этих бесконечностей. Итак, по горизонтальной оси мы будем откладывать порядковый номер n, а по вертикальной оси будем откладывать последовательности чисел, которые с ростом n убегают в бесконечность. Давайте, например, к первой бесконечности будем подходить по закону 2n, а ко второй вдвое медленнее, то есть по закону n. Разность между двумя этими последовательностями является вполне определенной величиной, которую можно рассчитать. 2n минус n равно n. На графике эта разность изображена золотыми вертикальными линиями, и она растет с ростом n. Тогда неопределенность, бесконечность минус бесконечность, в этом случае становится значением, к которому приближается разность двух последовательностей с ростом номера n. То есть в нашем случае это значение равно бесконечности. Если говорить на языке математики, то мы раскрыли неопределенность путем предельного перехода при n, стремящемся к бесконечности. Именно такой смысл имеет разность двух бесконечностей. А вот другой пример. Если подходить к бесконечностям как n плюс 3 и n, то разность между этими последовательностями всегда будет оставаться постоянной, а неопределенность раскроется как равная 3. Давайте посложнее. Если в бесконечность убегаем по законам корень из n плюс 1 и корень из n минус 1, то графики сливаются при больших n, и в результате неопределенность раскрывается равной нулю. Доработаем предыдущий пример и получим разность двух бесконечностей, равную единице. Ну и, конечно, пример с двумя логарифмами. Правда, символично, что и в этом примере неопределенность раскрывается как логарифм двойки. Но и для знака переменного ряда, в котором положительные и отрицательные слагаемые чередовались, также имеется неопределенность бесконечность минус бесконечность. Нижняя красная ветвь теперь соответствует сумме подряд идущих отрицательных слагаемых с противоположным знаком, а верхняя зеленая ветвь в сумме подряд идущих положительных слагаемых. Обе эти ветви убегают в бесконечность, так как стройматериал для них берется из бездонных мешков. Но вот разность между зеленой и красной ветвями приближается к логарифму 2. Далее мы переставили слагаемые так, что за одним положительным последовало подряд два отрицательных слагаемых. Этим действием мы лишь ускорили приближение красной ветви к бесконечности, а на зеленую ветвь никак не повлияли. Стало быть, и расстояние между этими ветвями должно было уменьшиться. Как мы видели, это расстояние сократилось ровно вдвое. И это нормально. Но если так, скажете вы, то пришло время радикальных перемен, ведь теперь формула для суммы геометрической прогрессии вообще стоит под вопросом. Ведь можно перетряхнуть все слагаемые прогрессии так, что получится другая сумма, неравная 1/3, верно? А вот и неверно. И причина здесь в том, что те два мешка, которые раньше были бездонными и имели бесконечные суммы внутри, теперь вовсе не бездонные. Их общий объем ограничен исходным единичным отрезком, поэтому никакой неопределенности, с которой мы встретились ранее, просто нет. И как бы мы ни старались перегруппировать слагаемые в геометрической прогрессии, ничего из этого не выйдет. Чем быстрее мы будем опустошать, например, красный мешок, тем быстрее красная ветвь будет выходить на свою конечную предельную сумму. В результате расстояние между ветвями всегда будет приближаться к одному и тому же значению, которое предсказано формулой суммы геометрической прогрессии. Выводы о суммировании числовых рядов, до которых мы только что докопались, имеют строгое математическое обоснование. Ряды бывают сходящимися, то есть имеющими конечную сумму, и расходящимися, то есть имеющими бесконечную сумму или не имеющими ее. Если сходящиеся ряды имеют ограниченные мешки положительных и отрицательных членов, то их называют сходящимися абсолютно. Но сходящиеся ряды могут иметь и пару бездонных мешков, и в этом случае их называют сходящимися условно. На математическом языке абсолютная сходимость означает, что сходится и ряд из абсолютных величин, а условная сходимость наоборот, что такой ряд расходится. То, что сумма бесконечного количества обычных чисел может зависеть от порядка, в котором эти числа складывать, впервые обнаружил Каши в 1833 году.
Он анализировал как раз наш знакопеременный гармонический ряд. Примерно тогда же, в 1837 году, Дирихле указал, что такого казуса не происходит, если иметь дело с абсолютно сходящимися рядами. Помните, как Абель в письме своему другу негодовал по поводу суммы расходящегося ряда из плюс и минус единиц? Так вот, в тот же год родился другой великий математик, ученик Дирихле Риман, который спустя несколько десятилетий в 1868 году доказал одну теорему, которая и легла в основу сегодняшней истории. В моем вольном переводе она прозвучала бы следующим образом. Можно так переставить члены условно сходящегося ряда, что его сумма будет любым наперед задуманным числом. Числовые ряды – это настолько исключительный математический объект, что даже Пушкин, вдохновленный своей музой, воспел их в своей Полтаве. Помните? «Полки ряды свои сомкнули». А может быть, даже сам Петр Великий благословил нас разобраться с числовыми рядами? Конечно, это вымысел, но можно ли быть полностью уверенным, что в нем нет ни капли истины? Если вы решили, что расходящиеся ряды бессмысленны, спешу вас разубедить, что это не так. Сумма ряда не просто число, полученное в результате сложения, но еще и правила, по которым эти сложения выполняются. Помните знаменитого Эйлера? Удивляясь расходящимся рядам, он говорил: если у нас есть сумма 1 минус 1 плюс 1 минус 1 и так далее, то единственное ее разумное значение есть 1/2. В нашем определении ряд из единиц и минус единиц был расходящимся, но вот в суммировании методом средних арифметических такой ряд сходится, и его сумма равна 1/2. Это не шутка. Нужно лишь понять, что математический танец начинается от четко заданного определения. Столкнуться с парадоксом – это не наказание, это мечта. Ведь за настоящим парадоксом всегда спрятаны новые знания, новые идеи и новый гений. Парадоксов, друг. Сегодня, пройдя через ямы и овраги человеческой логики, мы установили большую истину. От перестановки слагаемых сумма может и поменяться. Поправочка: от перестановки бесконечного количества слагаемых. Наверняка вы умеете складывать числа и делаете это весьма хорошо. Но насколько хорошо? Я, например, неплохо так складываю, но только небольшое их количество.